Приветствую вас, любители гонок. Я на просторах русского ютуба нашел очень интересный челлендж, как назвал автор этого челленджа, симулятор Макса Ферстаппена. И я решил попробовать тоже его проделать. Давайте немного с ним ознакомимся. Все ссылки будут, естественно, на него в описании. Попробуем то же самое повторить. Как вы видите, вначале он сделал минимальных ботов, то есть главная задача у нас боты нулевого уровня, да. Он, естественно, стартует самым последним, дает круг форы им, то есть он потихонечку едет и получается вот он их пропускает. То есть наша задача тоже взять Red Bull и самым последним стартовать. То есть никакой квалификации. Четверть трассы получается у нас, да. И нужно в идеале не только отыграть этот круг, но и еще в идеале за этих 18 кругов круг провести. Моя задача аналогичная. Мы выбираем Red Bull, выбираем Ферстаппена на этой же самой трассе. Это у нас, так, домашняя трасса Red Bull, судя по конфигурации, да. Вот это он зря, конечно, такое делает. Я думаю, в 19-й формуле за что-то такое, наверное, меня бы уже удалили. И вот видите, сейчас к нему, получается, давайте мотнем, вот он. Вот, после того, гонка для нас начнется после того, как все обогнали. Все, по последнему человеку гонка начинается. Ну и я вам хочу сказать, что ему все удастся, а удастся или нет мне, мы с вами непосредственно посмотрим. Ну, давайте перейдем к нашему челленджу. Итак, все условия известны. Домашний трек Red Bull в четверть трассы. Мы должны дать круг форы ботам. Выбираем у нас Red Bull, Ферстаппена. Так как это у нас формула 2019 года, и Албон тогда, к сожалению, не смог себя реализовать. Я думаю, сейчас бы он бы посильнее выглядел относительно Переса, но тот Албон был плох. Так, и мы тут ставим... я ставлю квалификацию, потому что, чтобы мне стартовать точно последним. Мне пришлось симулировать квалификацию, чтобы я стартовал 20-м. Вот теперь условия выполнены. Я буду стартовать честно 20-м, чтобы никак не влиять на искусственный интеллект. Он должен стартовать впереди меня. Домашняя трасса. Погода чистая. Все как в челлендже. И у меня будет 18 кругов. Так, ну Хэмилтон у нас, который 200-й подиум завоевал не так давно. Так, я думаю, что надо все-таки немного поменять у нас стратегию по шинам. Где-то вот так вот. А вот тут в идеале, чтобы мы не пересеклись просто банально. Вот что-то вот такое или вот такое. Буду смотреть по износу. Так. Пусть будет побольше, потому что я потом буду догонять. На первом этапе мне, собственно, это не так критично будет. Все, пускай они едут, я подожду. Так, все. Боты поехали. Ждем. Пока меня обгонят. Конечно, 24-я версия. У меня, по-моему, 24-я или 23-я. Там миникарта получше. Я поэтому не до конца понимаю, где они сейчас едут.
на квалификации за минуту 14 боты проходили, да? Так, Хэмилтон подъезжает. Все, поехали. Теперь можно. Тогда перетормаживаемся просто. Blue flag. Так, настолько на очереди Гасли. Во, тут дело пошло. Caution, caution. И тут какая-то авария произошла. Some information on Leclerc. They've got a serious car issue. It looks like they're retiring. И в его ролике тоже кто-то один Green выбыл. flag. Поэтому у нас тут тоже совпало. Так. И на очереди у нас Квят и Хюлькенберг. Okay, entering lap 3 now. DRS has been enabled. И меня кто-то там очень жестко подрезает. Не Квят ли это был? Blue flag, blue flag. We're not racing the car behind. Let them past when you can. Третий круг, я еще до сих пор их не могу все вернуть всем пелетон. Все-таки Red Bull 19 года не тот, что Red Bull 23 и 24. Blue flag. А вот только сейчас мы доезжаем до Переса.
Some information on Kubica. They have some kind of mechanical problem. И похоже, еще кто-то у нас из гонки убывает. Так, мы доехали до Албана. Ну, не очень хорошо проехал, ну ладно. Так, обходим Ботаса. Так, вот так вот ныряем. Жестко, все. И теперь нам надо отыграть этот круг. Я уже одну позицию отыграл, потому что у нас выбыл Леклер. И Кубица имеет какие-то механические проблемы. После того, как я всех обогнал, мне надо было отыграть круг форы, который я им давал в начале. И примерно 3 круга, около почти 3 кругов, мне потребовалось, чтобы этот круг вернуть. Впоследствии я сел на хвост последним уже, так как это совпало с их пит-стопом. И достаточно быстро я их в том числе догнал. Возможно, мне надо было самому поехать тут же на пит-стоп. Но я на тот момент считал, что вполне справлюсь и без этого. Но что нужно было сделать на самом деле, вы можете это написать в комментарии. Я устанавливал лучшие времена, старался по возможности не ошибаться, и за 3 круга я их обогнал. Надо сказать, что в моем случае боты ехали чуть побыстрее в случае Хэмилтона, чем в видеоролике. Но я не буду на это акцент делать. Если я начинал отыгрывать круг, был 8-й круг, то сейчас уже 11-й. То есть около 3 кругов. Так. Вот я уже доехал до Рассела. Который, судя по всему, в боксах уже был. Alexander is in the pits. Alexander in the pits. Мне это очень помогает, их не пит-стопы. Box. We're coming in this lap. И часть я успеваю подловить на пит-стопе.
Кого-то сейчас на ДРС обгоню. Так, они перешли на хард. Это очень выгодно для меня. Так что мне будет максимум попроще, то что за счет того, что они перешли на хард. Remember, box this lap. Keep an eye on your distance to the speed limit line as you approach, and make sure you don't speed. Я сделал вид, как будто поеду на пит-стоп и не поехал. Квят опять стал для меня в очередной раз проблемой. Так, мы по-прежнему не заезжаем пока что. 17.5 seconds. И еще кого-то ловим на пидстопе. Часть из них на хард переходит, часть на медиум. И вот все те, кто на хард перешли, это наши клиенты. Очевидно. Они нам очень много проиграют, даже после того, как я заеду. Ой, очень нехорошее касание. Зря. Не надо мне туда сводс. Почище проедем. Gap to teammate ahead is 14.5 seconds. Сайнс проскочил. На торможении. Мне на самом деле надо подумать самому насчет пидстопа. Давайте сейчас его выполним. Поехали. Go now. На свежем софте мы достаточно быстро их будем обгонять. No more scheduled pit stops. Так, в районе 10-й позиции мы остаемся.
Впереди нас Хюлькенберг на хардах. Мы его достаточно быстро догоним. У нас 3 круга. Еще в идеале мы еще и должны ему привести. Еще круг. Просто объехал как стоячего. На свежем софте. Okay, good work. Great pass. Our gap behind is 3.2 seconds. Так, Магнусон. И просто его на повороте обходим. Okay, gap ahead is 3.9 seconds. Так, впереди нас Перес. В то время Перес был хорош. Не то, что сейчас. На самом деле это предпоследний круг, следующий последний. И я за круг должен всех 4 обогнать. That was the fastest lap of the race. Keep this up. Пришлось нагло резать. То есть я круг ему не провезу. Вопрос, могу ли я всех обогнать за этот круг? Они достаточно близко находятся. Относительно. Меня Албан выдавливает. Ладно, попробуем исправить ситуацию. Так, но я уже как минимум 4-й. Ну, конечно, челлендж мне не удалось повторить, я только 3-й. Но давайте я попробую сделать рестарт и переиграться. Еще одна, 2-я попытка. Конечно, в 23-й и 24-й версии там видна мини-карта и можно сразу отреагировать. Ну и Red Bull, конечно,
в 19 году был послабее. Давайте попробую заново. Ну и тогда изменим стратегию нашу. In one piece. Good luck. Так, мне предлагают где-то вот так вот, да? То есть я должен или раньше них поехать, или позже. Где-то... Ну, это оптимально. Так, топливо трогать не будем, просто подрубим обогащенку. Вторая попытка. Все, они у нас поехали. Автор, конечно, челленджа сделал это с первой попытки, но я не знаю, может быть и не с первой. Он, может, неудачный момент вырезал. Вот я все как есть. Главное не останавливаться. Моя ошибка с первой попытки была то, что я ехал с левой стороны, и когда меня все обогнали, я еще дополнительно проиграл секунд там 5-7. Они все-таки уже на скорости были. По идее, после того, как Хэмилтон там проехал круг, надо было мне уже набирать скорость. Вот, теперь набираем скорость. Всех пропускаем. Аккуратненько. Blue flag conditions. Create a gap and let the car behind through. Все. Нет, еще не все. Вот, все, по кубице. Вот, теперь все хорошо. Сейчас получше будет у нас ситуация, чем в прошлый раз. И они тут вдвоем едут, это мне очень кстати. That start was okay. Now stay alert for threats around you. Блин. Зачем ты так резко стормозил? Так, пока ДРС у нас нету. По новым правилам, конечно, на втором круге. Тут пока еще его нет, поэтому... Делаю рискованные обгоны. Конечно, не очень хорошо, не надо было с той стороны заходить. Be aware, there's an incident in the Да. next part of the track. No overtaking through the yellow flags. О, меня кто-то из хасов выбил. Мне даже интересно будет посмотреть, кто этот воин. Это у нас... Да. С кассами надо будет поаккуратнее. Это горожан! Горожан! В этот раз я его аккуратненько переторможу. И там кто-то разбивается, я едва туда же чуть не присоединяюсь.
Ну, хотел протиснуться, не протиснулся. Да, вот так вот там. И даже кто-то там напарывается в этот момент. В 2019 году Норрис с Сайнсом в команде был. Ух ты, блин, как они там плотно едут. Вот тут напрямую сейчас. Так, главное аккуратно Переса обогнать, чтобы не было проблем. Потому что Перес на Форс Инди тогда был опасен. Это сейчас на Red Bull он абсолютно безвреден. И на моменты, когда я их не обгоняю, буду просто перематывать, когда я... еду в круге просто. Так. Доехали до Феттеля тут. Нет, понял. Понял. Признаю. Blue flag, blue flag. Не, все-таки ладно. Окей, окей. Тут не протиснуться. We're not racing the car behind. Let them past when you can. Но Феттеля мы тут и сделали. Так, Ботас и Хэмилтон у нас остался на очереди. Some information on Kubica. They're slowing down. It seems like there's some kind of problem with their car. Так, что-то у Кубицы по сценарию опять проблемы возникли. Он, значит, видать, в бокс поедет. Хэмилтон сейчас просто на ДРС был. Ну сколько силен был тогда Мерседес в 2019 году. Так, ну что ж, 51 секунда до Кубицы. Скорее всего, я дальше там ускорю для вас.
Так, Албан у нас заехал на 500. Pit in this lap, and remember the speed limit. We'll be penalised if we exceed it. Keep that in mind as you approach. И Кубиц остался. И тут много кто. В боксах уже тоже вместе с нами. Так что те, кто не поехал, относительно их, мы как раз таки и отыграемся всяко разно. Так, 6 кругов, чтобы их всех обойти. Pit strategy complete. See these tyres through to the end now. Так, и впереди нас Перес оказался, потому что Кубица, наверное, через пару кругов еще поедет. Но на самом деле, они там все достаточно близко. И там кто-то вот уже заезжал, кто-то не заезжал. Gap to car in front is 3.0 seconds. Так, вот у нас часть боксов выехала. И опять мы друг друга с Магнусоном находим. В этот раз я почище проехал. Так, Квят. Аккуратно, это Квят. Квят это опасно изначально. The car behind has boxed for the mediums. Car behind on the medium tyre. Okay, clear.
Так, отлично. Так, Хюлькенберг в бокс выезжает, у него шины пока еще не прогреты, это наш шанс на легкий относительно обгон. Так, и Рикьярдо и Грожан там вместе едут. Надо стараться их обоих обогнать. Так, перекрещиваем. И обходим. Nice work, that brings you up a place. Okay, gap ahead is 6.2 seconds. По крайней мере, я исправил прошлую ошибку первой попытки. Не приходится по 2 раза обгонять. Что не может не радовать. И по крайней мере, задачу челленджа я должен выполнить. То есть стать первым. There's 5 laps of fuel А чтобы remaining. еще всем круг привести, это все-таки бонусная задача. От этих двух красавцев мы аккуратненько. Но у них прям тут жесткая оборона. Мы уже за настоящие позиции боремся. Поэтому они просто так не отдают позиции. You're in the top 10 now. Keep it up. Так, следующий у нас Феттель. Так, у меня на все про все 3 круга осталось. We're trailing our teammate by 12.0 seconds. Our gap to the car in front is 5.3 seconds. Так, вот он уже Феттель у нас. И Албон тоже относительно рядом. Но они пораньше меня заезжали на пит-стоп. Насколько я помню, вся вот эта We've only got 2 четверка. laps of fuel left.
И опять мне может не хватить кругов. Потому что у нас предпоследний круг. This is your final lap. Final lap of the Албана мы race. еще обгоним, судя по всему. В прошлой гонке у нас была третья позиция. Тогда Ботас у нас третьим был. Так, это у нас круговой вначале будет. Да, но в этот раз мы Ботаса, судя по всему, не обгоним. Ну что ж, All right, race over. Take care of the я car on the вынужден way in. признать поражение. Челлендж я не смог выполнить. На Red Bull 19 года, к сожалению, не смог. Обе попытки, третья позиция. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was losing К their heads. сожалению, не And that's смог. allowed them to get the Все-таки best out of the car, to maximize the strategy and to stay out of trouble. где-то я, конечно, круги не очень хорошие показывал. Ну и Red Bull все-таки Mercedes are on top 19 form года once он again after послабее. an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again. А если вы хотите, чтобы я попробовал выполнить этот After an челлендж incredible day of racing, на who was your Мерседесе, driver of the day, к примеру, Ants? за Often my Хэмилтона, go-to would be a так driver who's сказать, managed to pull off an especially симулятор impressive feat Хэмилтона, during the race. такой челлендж However, in this провел. instance, I was Давайте more наберем, impressed ну, by Max Verstappen's каких-то вот solid, столько clean вот driving лайк. throughout the event. Well, И я Ants, an end to попробую another в симуляторе fantastic weekend of Хэмилтона racing. выполнить, Thanks to потому everyone что who joined us, для and we'll 19 see года you for the все-таки next был one. актуальный симулятор Хэмилтона. Как вы видите, я показал время минута 11, то есть даже при том, что я выиграл по 5 секунд у них в среднем, у лидеров, все-таки я только третий приехал. Хотя все сделал в этот раз правильно, но мне это не помогло. Так что давайте наберем эти жалких 10 лайков, и я в симуляторе Хэмилтона попробую повторить то же самое.